Что вы видите? Утку или зайца? Может быть, вы не видите ничего, но это картинка. А что, если я скажу дерево? Каждый подумал о своем. Кто-то увидел дуб, кто-то липу, кто-то вспомнил, что есть такая песня Цоя. Действительно, со словами ситуация гораздо более сложная, и то количество значений, смыслов, ассоциаций, которые возникают у людей, оно безгранично. И чем сложнее мысль ты хочешь донести, тем, наверное, сложнее это сделать при помощи слов. Сегодня я хочу поговорить о том, почему литература не имеет смысла, но я все равно продолжаю ею заниматься и готова посвятить ей большую часть своей жизни. Наверное, когда я в детстве начинала заниматься творчеством, я это делала просто потому, что это весело. Но чем дольше ты в этом находишься, чем дольше ты занимаешься, начинают появляться другие смыслы. Ты начинаешь думать, что творчество — это про самовыражение, творчество — это про какие-то идеи, и это очень здоровский способ доносить до людей какие-то свои мысли и показывать какие-то свои чувства. За жизнь я чего только не перепробовала. Я занималась театром, танцами, я рисовала, я что только не делала. И музыку делала, и продолжаю делать иногда. И я бы сперва хотела поделиться с вами кое-какими размышлениями о этих разных видах искусства, и потом мы перейдем к литературе. И поговорим, почему она такая особенная. Первичная и вторичная и бесконечная. Театр. Мне кажется, театр — это особенное искусство, потому что он очень приближен к тому, как мы видим мир со стороны. То есть мы не часто можем слышать внутренний монолог персонажа. Чаще всего это наблюдение со стороны. И то, что можно показать на сцене, довольно ограничено. Конечно, эти ограничения порождают удивительно красивые вещи и идеи, особенно в современном театре. Я очень рекомендую вам посетить Дикий театр в Киеве, посмотреть, как они управляют пространством, как они его выстраивают, как они им пользуются. Также я в Киеве видела очень красивую постановку загадочного ночного убийства собаки, как они использовали пространство, просто до максимума выжимая из него какие-то визуальные смыслы. Это было здорово. Но все же в театре такие вещи, как внутренний монолог, передача каких-то эмоций, тот же монтаж и перемена места, они проблематичны. И в этом случае, обращаясь к визуальному другому искусству, как картины или комиксы, гораздо больше свободы. Потому что в разных фреймах можно быстро менять пространство, можно гораздо больше всего показать. И символы в этом искусстве становятся гораздо более явными. Я, на самом деле, очень люблю комиксы, в которых вообще нет слов. Это, мне кажется, вот тот тип комиксов, которым я очень бы хотела заниматься. Мне кажется, визуальными образами все-таки легче донести определенные смыслы. Если ты хочешь показать конкретно зеленое яблоко, вот такое-такое, ты показываешь конкретно зеленое яблоко, и тут как бы интерпретация, она может быть, но она гораздо более ограничена. Это все-таки гораздо более четко, чем сказать зеленое яблоко. Какое яблоко, где у него там щербинки, какой у него хвостик, есть ли там листики. Если ты передаешь это словами, это все нужно описывать. В случае с картинкой все очень просто. И двигаясь дальше, кино, мне кажется, это была моя очень большая и очень длительная влюбленность, которая, конечно, продолжается. Кино для меня — это баланс. В нем есть столько всего. В нем есть и музыка, и актеры, и мизансцена, и история, и диалоги, и визуальные символы. В нем есть все. Кино — это очень сложная структура, и за это я его обожаю. В конце школы я думала о том, что хочу стать режиссером, и я планировала поступать на режиссерский, и очень тщательно к этому готовилась, но в последний момент поменяла свое мнение и даже не подала никуда документ. Почему? Потому что у меня был небольшой опыт съемки. Я попробовала снять пару короткометражек, и потом уже в институте еще снимала несколько короткометражек. И в этом процессе, понятное дело, что это как бы не профессионально все, что бы это ни значило. Я очень многое поняла об изнанке кино и о том, что я люблю в этой изнанке и что я не люблю. Как я почувствовала этот процесс, кино — это всегда очень большой компромисс между актерами, между оператором. Это очень большая и трудная коммуникация. Донести до всех
как это должно выглядеть и что происходит. Очень часто моменты, когда приходят актеры, не прочитав сценарий на съемочную площадку, и ты стоишь такой: хорошо, тогда сейчас мы немножко поменяем все. Сейчас давайте, ребята, пройдемся быстренько по сценарию, времечко тикает. Или когда с оператором нужно научиться вот словить эту коммуникацию, как объяснить, что, где, как выставить. И знаете, когда я начинала снимать, то это был, мне кажется, гораздо более коллективный процесс. Чем больше я снимала, тем больше и больше моя работа становилась, сольной. И уже позже некоторые вещи я делала практически полностью сама, то есть писала сама сценарий, сама снимала, сама монтировала, в общем, все, что только возможно, костюмы подбирала, макияж сама делала. И со временем я поняла, что вот это мое стремление как можно больше всего на съемочной площадке проконтролировать исходит из очень определенного желания самовыражения. Я очень хочу, чтобы законченный продукт максимально соответствовал тому, как я его задумала, как я хочу его рассказать. И, конечно, коммуникация, командная работа, возникают прекрасная идея прямо на съемочной площадке. Очень многие вещи — это импровизация, очень многие вещи приходят в моменте, и это, безусловно, очень ценно, но тут нужно понимать, для чего ты занимаешься творчеством, какая твоя первичная задача. И я поняла, что в работе над кино в какой-то момент ты достигаешь предела того, как далеко ты можешь пойти в познании себя, в познании этой истории и в том, насколько ты ее искренне рассказываешь. А для меня, по крайней мере, на данном этапе очень важно совершенно граничное погружение в историю и в ту идею, которую я пытаюсь рассказать. Я люблю кино и очень надеюсь, что в будущем у меня еще будет опыт с ним, что еще будут короткометражки, возможно, когда-нибудь что-нибудь большее. Но сейчас меня интересует предел. Сейчас меня очаровывает предел, и мне очень нравится ходить по вот этой границе, когда вот-вот сорвешься и перестанешь понимать, что происходит. И в этом случае литература, мне кажется, максимально острым и максимально приближенным к этому пределу инструментом. Тем ножом, который может докопаться почти до сути. Для меня текст — это баланс контроля и свободы. С одной стороны, контроль. В тексте на самом деле тоже есть монтаж, потому что тем, как я выстраиваю предложения, какие я выбираю слова, на что я обращаю внимание, это и есть монтаж, по сути. Не помню, чью работу я читала, это была книжка про сценарное искусство, и там была, по-моему, целая глава, посвященная «Медному всаднику» и разбору того, как восхитительно в этой книге словами создается монтаж в голове читателя. Здорово. Когда я пишу, я стараюсь отдавать себе отчет в том, что вот эти все визуальные образы, они-то разворачиваются на определенной дистанции. Определенным образом я захватываю в кадр какие-то вещи. И точно так же, как в кино, есть какие-то правила монтажа, есть то, что вот дальний план, ближний план, там какое-то чередование, нельзя чередовать по той же приближенности, вот эти все вещи. Они в литературе, как по мне, тоже существуют, но немного на другом уровне, их по-другому чувствовать надо. Читая какую-то книгу и не концентрируясь на этом, вы, наверное, можете этого даже не заметить. Но если концентрироваться и думать о том, какие образы на какой дистанции мне предлагаются, я думаю, что вы почувствуете этот ритм, сменяющиеся кадры, длина кадров, как это все работает, вся эта гармония. Еще одна вещь, которая касается контроля, это фокальные персонажи, это динамика и дистанция к определенному персонажу. То есть в кино это, конечно, тоже есть. То есть у нас есть какой-то персонаж, не всегда, но есть, с которым больше всего ощущаем эмпатию, он есть как бы центром, через который мы воспринимаем историю. И, конечно же, это тоже присутствует в литературе. У нас есть определенные центры, фокальные персонажи, через которых мы эту историю исследуем, и не обязательно это будет первое лицо, это может быть третье лицо, но персонаж все равно будет фокальным. И мне тоже очень нравится с этим играть, мне нравится выстраивать такие сложные штуки, что вот вроде эмпатия очень сильная, но лицо третье, или наоборот, лицо первое, но эмпатии вообще нет.
Мне очень нравятся эти дисбалансы или, наоборот, гармония, контрасты, которые можно этим создавать. И мне очень нравится та величина контроля, которой я обладаю, когда речь идет именно о тексте. В тексте, мне кажется, еще это более неосознанно будет считываться человеком, читателем. И в этом тоже есть какое-то очарование. Еще одна вещь, которая пришла ко мне в голову, говоря о контроле, это красноречивое отсутствие чего-то. Мне кажется, я это заметила первый раз так явственно у Джойса в «Улиссе», когда Джойс хочет показать, что там один персонаж Стивен не принимает участие в разговоре, и как Джойс это делает? Джойс просто перестает упоминать Стивена. И ты в какой-то момент забываешь, что он есть в комнате. Потом вдруг он опять возникает, и ты удивляешься, ух ты, так он все это время был там, точно. Джойс не говорит о том, что Стивен там обиделся, не хотел участвовать в диалоге. Джойс просто его исключает. Я много думаю о том, как отсутствие чего-то в тексте может гораздо более громко говорить, чем присутствие чего-то. Контроль над текстом меня завораживает. Я создаю его из ничего. И любой человек может создать текст из ничего. Для этого не нужно ничего, кроме головы. То есть не нужна камера, не нужны дополнительные люди, не нужно ни с кем договариваться. Я понимаю, это звучит, наверное, как-то слишком интровертно, но для тех задач, которые я сейчас перед собой ставлю, для меня это очень важно, иметь полный контроль над тем, что я делаю. Чтобы каждая буква, каждая запятая, они происходили по моей воле. Привет, друзья! Это Май, который монтирует это видео. Я обнаружила, что потеряла кусок записи, поэтому придется перезаписать. Мы поговорили с вами уже про контроль, и я также хотела поговорить про свободу. Наверное, свобода — это не лучшее слово для того, чтобы описать то, что я имею в виду. Иногда я также называю это бесконечностью, но, допустим, свобода. Я думаю, что она существует как для писателя, так и для читателя. Смотрите, для писателя. Когда я пишу, конечно, я знаю очень много всяких там литературной теории, всяких методов, способов, правил, что вот монтаж нельзя по одной крупности и так дальше, и так дальше. Это мы все знаем. Но на самом деле, когда я пишу, лучше всего получается, когда я максимально глубоко погружаюсь в персонажа и начинаю чувствовать то, что чувствует персонаж. И тогда происходят моменты, когда весь контроль просто исчезает, и это не я уже начинаю рассказывать историю, это история рассказывает себя, а я просто внимательно ее слушаю и стараюсь максимально справедливо записать то, что я слышу. И в эти моменты мне было бы трудно сказать, положа руку на сердце, что вот это я написала. Я не знаю, кто это написал. Оно пришло, оно само себя рассказало. Просто я была здесь, и я была внимательной, и я слушала. Я думаю, что это вполне логично, это довольно легко объяснить. Потому что, когда я очень долго концентрируюсь на каком-то герое, когда я пытаюсь понять его внутреннюю драму, его внутренний конфликт, в какой-то момент я начинаю сама чувствовать его драму, его конфликт, и, честно, бывает трудно, вот когда я пишу, вынырнуть потом из его мира, из головы героя и вернуться в свою жизнь. Бывает такое, что я могу неделю ходить в настроении персонажа, а не в своем настроении. И это очень сложно разделять, и бывает сложно вернуться в свою реальность из истории, если я очень интенсивно над ней работала. Таким образом, я думаю, что для писателя литература — это баланс вот этого механичного контроля, техники и абсолютной свободы, бесконечности, когда ты даже не можешь объяснить, откуда берутся символы, откуда берутся образы. Особенно это заметно в поэзии. Знаете, мы недавно с моим другом, который тоже пишет поэзию, обсуждали этот вопрос, и мы сходимся на мнении, что поэзия — это гораздо более интимно, потому что, как правило, стихи приходят вот на одном дыхании, они просто вот, ты их выдыхаешь, они появляются. Проза, по крайней мере, у меня она занимает гораздо больше времени, гораздо больше мыслей. Бывает, что я переписываю один рассказ очень-очень много раз, и там меняется все, начиная там от пола персонажа, заканчивая, не знаю, развязкой, все меняется. В стихах обычно я вот
выдохнула, он появился, и потом он может лежать месяц, может лежать полгода, может лежать несколько лет. Я буду время от времени возвращаться, там поменяю пару букв, поменяю пару слов, но основная структура и основной вот образ, он остается первичным. И поэтому мне кажется, что стихи — это очень интимно. И я не знаю, как вот люди, которые издают сборники стихов, как вы это делаете, люди? С другой стороны, свобода читателя. Да, автор умер, мы это знаем, но если поговорить подробнее. Смотрите, когда я пишу слова, я ведь понятия не имею, как вы их прочитаете, что появится у человека в голове, когда он будет это читать. Почему? Потому что за каждым словом стоит бесконечность ассоциаций, образов, символов, эмоций, воспоминаний. И у каждого человека они уникальны. Я думаю, у вас такое было, что вы читаете какое-то слово, и оно звучит у вас в голове голосом бабушки. В детстве бабушка что-то вам сказала, это как-то эмоционально зацепилось за вас, и с тех пор навсегда слово «абрикосы» — это для вас бабушка. Или, например, безобидный образ цветов. Казалось бы, может быть, я ничего в него не вкладываю, но для человека эти цветы — это навсегда первый дом, первый парадный, вот эта бетонная клумба, в которой росли эти чернобрывцы. И теперь чернобрывцы — это навсегда эти эмоции, воспоминания, это ностальгия, это первый дом. Это уже не пустой образ, за ним стоит целая вселенная, о которой я могу не подозревать. Я думаю, что за каждым словом стоит своего рода бесконечность каких-то ассоциаций, запахов, вкусов, воспоминаний и так дальше. И у каждого человека они разные. И я думаю, что слова все-таки неплохо работают как способ обмениваться информацией в обществе. Представьте, что за каждым словом есть вот эта сеть, какая-то паутина из вот этих всех ассоциаций. И наверное, у большинства членов общества для каждого слова подсвечиваются плюс-минус одинаковые секторы этой паутины. То есть, когда я говорю «яблоко», да, у нас могут быть какие-то отдельные разные коннотации, но общий смысл, большая часть этой паутины подсвечивается одинаково. Но все равно, как писатель, как читатель, как человек, мы должны отдавать себе отчет в том, что есть еще вот это все неизведанное, другие части этой паутины, которые для какого-то человека могут существовать. И поэтому, когда я пишу, я должна понимать, что даже если я хочу сказать что-то конкретное, услышанное вне моего контроля. Особенно это интересно, если говорить про чтение на иностранных языках. Допустим, я читаю на английском, нет в этом какой-то проблемы с точки зрения понимания текста, но так как я не выросла в этой культуре, то визуальные какие-то образы, какие-то отсылки, понятное дело, что я их не понимаю или понимаю не так. В этом контексте мне вспомнился пост моего любимого канала про перевод, называется Примпер, я вам оставлю ссылку. Я так понимаю, что этот канал ведет профессиональный переводчик, и у него был пост про какую-то современную книгу «Калифорния. Наши дни». Героиня мечтает о богатом красивом доме, крытом шифером. Что? Здесь автор канала объясняет нам, что имеется в виду не тот шифер, которым мы кроем гаражи. Это другой материал. Но да, по-английски это будет slate tiles, и то есть в принципе шифер, но гораздо аккуратнее было бы сказать, например, каменная черепица, для того, чтобы передать образ того, о чем на самом деле мечтает героиня. Я обожаю все, что касается перевода. Это прекрасно подсвечивает границы языка и помогает понимать, насколько аккуратным нужно быть с этими границами. Сейчас, поскольку я живу в международной среде, я постоянно общаюсь не на родных языках. И это еще больше усугубляет мою вот рефлексию и мою внимательность насчет того, какие границы есть у слов. И что нужно всегда понимать, что у другого человека вот эта зона паутины может быть настолько отличной от твоей, что может случиться ошибка коммуникации. Особенно я чувствую эти границы, когда я говорю с другими людьми, которые не носители. Бывает часто, что мы путаемся в каких-то словах, и я понимаю, что человек имеет что-то другое, когда мы говорим. У меня недавно был разговор про эго и про то, что такое здоровое эго, что такое нездоровое эго, как это можно менять и воспитывать в себе. И мой собеседник очень долго как-то странно реагировал, и спустя где-то минут 10 мы поняли, что у нас совершенно разные концепции того, что мы вкладываем в слово «эго». Общение с носителями разных языков и разных культур очень сильно
обостряет мою рефлексию и осознанность касательно того, что у языка и у слова есть очень конкретные границы. А что уж говорить про мета-уровень в тексте. Я имею в виду, когда вы прочитали все, и у вас возникло какое-то абстрактное чувствование того, что это было. Например, то, что мне пришло в голову, это «Ложится мгла на старые ступени». Если перебирать только то, что написано в книге, то, мне кажется, это очень добрая история, в которой очень много тепла, в которой очень много ностальгичности, очень много такой немного детской призмы на все это. И да, это очень красивая, это очень ностальгичная история. Но если воспринимать, по крайней мере, как я воспринимаю эту историю, вот оттолкнувшись от нее и воспринимая ее как одно большое целое, то это очень грустная история. Это очень тяжелая история, потому что она рассказывает про детство, юность в Советском Союзе, в маленьком городке. Очень много историй болезненных, тяжелых, про переезды, про всякие ссылки, про каторгу и так дальше. Для меня это такая двуликая книга, очень добрая, нежная, ласковая, которая очень уютная, но в то же время супер критичная. Мне кажется, вот именно про Советский Союз, чего-то настолько критичного и разоблачающего я мало чего читала. Здесь стоит вспомнить одно из главных правил сложной системы. Сумма элементов системы не равна простой сумме ее составляющих. Если просто сложить все слова, которые стоят в книге, они, конечно, не равны тому, что мы чувствуем, того, что мы получаем, прочитав книгу. Меня это очаровывает, для меня это очень важно. Сейчас я делаю для института пару проектов, которые связаны с визуальным анализом, и я сталкиваюсь с тем, что в визуальном анализе, один из этих проектов про кино, очень трудно найти метод, который поможет тебе разобрать и объяснить фильм, потому что фильм — это больше, чем простая сумма кадров, которые там происходили, и как это все, этот поток ассоциаций визуальных, аудиальных, текстовых образов, которые просто сыпятся на тебя, как это все разложить и превратить, знаете, в аккуратную академическую заметку. В таком анализе ты сталкиваешься с проблемой целостности фильма и того, что тебе нужно разложить его на куски. И мне, правда, кажется, что с текстом это, возможно, даже еще сложнее, потому что в тексте визуала нет конкретной картинки, про которую ты можешь что-то сказать. У каждого человека в голове возникает разный мистер Блум. У каждого человека он разного роста, у него разный тембр голоса. Буква — это не простая сумма звуков, из которых она состоит. Слово — это не простая сумма букв. Предложение — это не простая сумма слов, а книга — это не простая сумма предложений. В работе над текстом я чувствую, что я одновременно выхожу за границы и сталкиваюсь с другими границами, которые пройти, наверное, невозможно. Меня это завораживает, меня это увлекает, меня это заставляет двигаться дальше и работать над текстом, быть в тексте, переосмысливать собственный текст и пытаться осмысливать тексты других людей. Я чувствую, что писательство — это, знаете, как айсберг. Есть вот это огромное что-то, что я не могу выразить, оно находится под водой. И я лишь выбираю вот какие-то маленькие осколочки, которые называются словами, и выстраиваю из них историю, выстраиваю из них пирамидку, выстраиваю из них завязку, развитие и развязку. Мне очень интересно, как далеко я смогу зайти с текстом. Мне интересно читать книги других людей, которые, как мне кажется, близко подбирались к этим границам. Для меня, наверное, это и есть определение хорошей литературы, того, что я люблю. Когда я читаю, я чувствую, что человек, он чувствует, он понимает, и он воспринимает литературу так, как и я. Он тоже ощущает эту границу и пытается к ней подобраться. Именно поэтому, если мы берем во внимание вот это классическое школьное понятие, что хотел сказать автор, литература не имеет никакого смысла, потому что хотел сказать автор, он, может, и сам не знает. Что прочитал читатель, не знает никто. Автор умер, и литература — это соприкосновение с границей. Когда я думаю про эту границу, я также вспоминаю интересную такую вещь из физики, о том, что на самом-то деле мы ни с кем никогда не можем соприкоснуться.
потому что атомы друг друга-то отталкивают, и всегда существует это крошечное, очень-очень маленькое расстояние, даже во время прикосновений. Когда мы соприкасаемся, это чувство не касания как такого, а отталкивания между атомами. На самом деле, единственные люди, с которыми мы когда-то взаправду соприкоснулись, это наши родители, потому что мы состоим из их ДНК, и она прям в нас. Наверное, отчасти поэтому кровь, корни и происхождение так важны для осмысления того, кто ты, потому что как раз-таки кровь — это единственная вещь, с которой ты взаправду имел возможность проконтактировать. Такой вышел сегодня разговор. Я очень хотела поделиться с вами этими мыслями, потому что они, вы знаете, кружат. Я много это обсуждала со своими знакомыми здесь, и мне хотелось это запечатлеть. Запечатлеть момент, когда я вот так чувствую текст. Потому что, конечно, из года в год меняется это ощущение, меняются приоритеты. То для меня было очень важно кино, визуальная составляющая. Я очень увлекалась комиксами, я уверена, что я продолжу заниматься комиксами дальше. Но вот сейчас для меня текст, сейчас для меня эта граница, она меня завораживает. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, что вы чувствуете, как вы понимаете текст, эту границу. Мне также интересно, что вы думаете про другие виды искусства, которые я перечислила, какие ваши ощущения, наблюдения. Может, если вы чем-то занимаетесь, почему вам нравится именно конкретно этот вид искусства. Или если вам нравится смотреть, наблюдать, почему именно этот вид искусства. Я понимаю, что сегодня я вас много дразнила своей прозой, которую я не публикую в интернете. Поэтому, к сожалению, вы не можете это прочитать сейчас. Но я очень надеюсь, что уже следующей весной у вас будет возможность взять мою книгу в руки и прочитать ее. И я очень постараюсь, чтобы она вышла и на украинском, и на русском. На данный момент она только на украинском. И она переживает стадию редактуры. Очень и очень много решений еще нужно принять в этом направлении. Пожелайте мне удачи. Меня зовут Май, я писатель. Я благодарю вас, что вы здесь, и всем хорошего дня.